Всем привет! Вы на канале Мужское хобби. Вчера я лазил в подпол, выгребал там остатки, которые выкинуть каких-то солений, и алкоголь посмотрел в свой великий склад, мини-бар. У меня там, оказывается, затесалась настойка на макадамии, орехи макадамии. Я подумал, что многие самогонщики делают настойки, которые потом пить не хочется или неинтересные. И хотел бы рассказать то, что мне не понравилось и было неинтересно. Настойка на макадамии, возможно, интересная, но она бестолковая. Эти орехи делают такими вкусными, то есть они не растут такими вкусными, их делают. Их вываривают в сиропе, там ванильный сироп, поэтому все, что на настойку отдается, это всего лишь ванильный сироп. То есть вы можете сделать орехи, отварить их в ванили с сахаром, и у вас получится любые орехи со вкусом ванили и сахара. Запах у нее, конечно, приятный, но орехи стоят дорого, и смысл переплачивать, если можно купить ваниль, сахар и любые орехи, какие вам нравятся, можно сделать такими же. Поэтому настойка не настолько плохая, но она бестолковая, и если только вы уж вот прям любите эти орехи и покупаете их очень часто. Иначе я смысла делать ее не вижу. Есть еще много настоек, которые мне не понравились. Например, настойка на банане. Эксперимент был давно, она получилась невыразительная, неинтересная. Запах приятный, а так скучно. Возможно, можно будет делать с ним какой-то ликер, но я не стал дальше и возиться. Также делал на экзотики типа киви, манго, авокадо, вот таких. Тоже получилась какая-то хрень, если честно. Настойка пустая, неинтересная. Может быть, в соках они и вкусные, но в настойке не рекомендую. Многие экспериментируют с дыней и арбузом. Арбуз мне вообще не понравился. Если уж кому-то хочется арбуз с алкоголем, то либо закусываете холодным арбузом водку, либо можете, как раньше, не знаю, там, в школьные года, может быть, кто-то экспериментировал, там, шприцами его накачивать со спиртом и все такое. Но получается, если честно, какая-то фигня. Дыня поинтересней, но тоже так себе. Запах приятный, но остается спиртовой привкус. То есть я не стал бы ее рекомендовать совсем, потому что, побаловаться можно, а так это неинтересно. Многие хвалят и на ютубе в основном тыкву, настойку на тыкве. На простой тыкве, на запеченной тыкве и подобное. Может, конечно, я не такой любитель тыквы, но в принципе получилась какая-то хрень. В разных вариантах. И на простой, и запеченной фигня. Я говорю, ее реально много кто хвалит, но те, кто ее хвалит, мне встречались только на ютубе, где-то в интернете. В реальной жизни я не знаю, кому бы она понравилась, то есть я угощал людей. Многих отзывы о ней как о какой-то фигне. Дальше такой интересный вид настоек, это на чесноке и специях. Считается чем-то таким мужским, крутым напитком. Ничего хорошего особо из этого не получится. Я настойки подобного вида называю рассолом. А спиртовой рассол это достаточно странно. То есть это я имею в виду, когда добавляют чеснок, туда какие-то специи, укроп, перец и что-то подобное, называют ее там какой-то охотничий, мужской, лечебный, не знаю. В общем-то фигня. Если уж что-то из такого хочется сделать, то сделайте укропную. Вот она интересная, такая, достаточно приятная, интересная настойка. Ролик у меня, кстати, про укропную есть на канале. Ну, это, наверное, коротко, если, то вот все про такие неинтересные, скучные, можно сказать, плохие настойки. Если кому-то из вас поможет и убережет ваше время, и вы не будете делать эти эксперименты, то, в принципе, хорошо. Их особо делать и не стоит. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если не согласны, пишите в комментариях, пообщаемся. Людям будет тоже интересно. Всем удачи!